Так, всем привет, меня зовут Артем, и я торгую по механике рыночного опциона. Сегодня сделаем новый обзор по рынку на текущую неделю. Но перед тем, как начнем, по традиции, давайте посмотрим, как отработал предыдущий прогноз. На прошлой неделе я говорил про то, что у нас формируется новый баланс на уровне 80 тысяч, и необходимо торговать внутри баланса на лонг-позиции от 79 700 и шорт от 81 700. В принципе, целая неделя так и торговалась в данном балансе. Ну, предвзято все-таки у меня была лонговая, и в конце недели мы сломали приоритет и вышли вниз. Теперь давайте перейдем к анализу текущей ситуации, которая происходит на рынке. Начнем с недельного таймфрейма. Моя предвзятость заключается в том, что мы после девиации сверху сделали девиацию снизу, и сейчас будем возвращаться в баланс на уровне 82 тысяч. Но пока этого не произошло, мы получили краткосрочную реакцию продавца, но предвзятость лонговая у меня все еще сохраняется. Сейчас перейдем на дневной таймфрейм и разберем более подробно. Значит, у нас сформирован баланс на уровне 77 тысяч, с которого мы вышли в лонг, но закрепиться тут так и не удалось. Мы возвращаемся обратно в текущий баланс. Поэтому целью коррекция, которая сейчас происходит, будет служить 75 тысяч. То есть на отметках 75 тысяч можно будет искать лонги на продолжение движения в сторону 84 тысяч. Только после закрепления цены на уровне ниже 75 тысяч я буду рассматривать глобальную коррекцию в район 65 тысяч. Но пока этого нет, можно смотреть лонг позиции от 75 тысяч. Теперь давайте перейдем на 4-часовой таймфрейм. Здесь ситуация более наглядная. Значит, у нас был баланс на уровне 80 тысяч. Цена здесь стояла в аккумуляции достаточно долго, больше недели. Но на выходных появился инициативная свеча в субботу, которая продавила уровень вал прошлого баланса, и мы сломали лонговый тренд. Поэтому на текущий момент шорт-позиция в приоритете до тех пор, пока цена не дойдет до границ вал 72 тысячи. Теперь давайте перейдем на анализ метрика ТПО для того, чтобы подтвердить анализ футпринтов. Значит, итак, у нас был сформирован баланс кумулятивный на уровне 81 тысячи. В пятницу мы видим, что сформировался трендовый день с образованием имбалансов, что говорит про то, что цена будет двигаться еще ниже. Так в целом и произошло. На выходных была сформирована новая область проторгованного объема на уровне 78 тысяч. И именно эта зона будет сейчас актуальна для поиска шорт-позиций. То есть мы цели на текущую неделю, в первую очередь, это лонг, если цена дойдет до 70 тысяч. Пока этого не происходит, я буду работать от шорта. Зоны поиска позиции в шорт будет на уровне 78 тысяч, 77 тысяч 800. И последнее, давайте перейдем к анализу открытого интереса. Хотел объяснить ситуацию, почему я рассчитывал, что это у нас коррекция, но не начало нисходящего тренда, потому что объем позиций в шорт наверху не был набран. Мы видим, что цена расширялась к верхней границе диапазона на уровне 82 тысяч, но при этом объем шортовых позиций уменьшался по сравнению с тем, какой он был до того, как цена зашла в данный баланс. То есть здесь не было саккумулировано достаточное количество позиций в шорт. При этом на текущем снижении открывается достаточно большое количество шортовых позиций, и именно на этом топливе, которое сейчас набирается шорты,
мы будем двигаться в лонговом расширении до 84 000. Но пока рано. Я думаю, что еще будет одно снижение в район 75 000, где можно будет искать позиции в лонг. Не за что, пользуйтесь. Если вас интересует стратегия по объемному анализу, либо же рыночному аукциону, переходите в мой телеграм-канал Volume Crypto. Здесь есть вся информация, которую я использую для трейдинга. Также еженедельные обзоры по рынку,